Едем в лес. Из плюсов: на улице ноябрь, а значит не нужно вставать в 4 утра. Из минусов: сегодня выходной, я встал в 6:10. Но зато мы попадаем в лес прямо на рассвете. Задача очень простая: подышать свежим воздухом, немного пофотографировать, восстановить нервную систему и отдохнуть. Ну да, и конечно же поместить осеннее дерьмецо. Погнали. Чем хреново ходить в выходной? В лесу уже хоть и рассвет, но уже куча народа. Думал, тут один буду. Тут народ еще тьма. Ну ничего. Зато не скучно. Да, зря сапоги не взял. Ну что, нахожусь я в Лосином острове на Яузовских болотах. Неподалеку от меня торфпредприятие с озером Торфянка. Сегодня выходной день, вышел на озеро. Там есть протока одна интересная. Очень много птиц, животинки всякой передвигается. Вот. Но сегодня что с той стороны, что с этой стороны все занято рыбаками. Все уже вдарены, людно. Нашел более-менее такое открытое место. Конечно, было бы лучше, если бы я чуть повыше сидел, чуть выше камыша. Обзор, конечно, закрывает все равно макушки. Но что-то более-менее видно. Периодически сюда подлетают птички. Вот, грубо говоря, можно тут организовывать засидки. Ну, собственно, я ее уже здесь организовал. Вот, сейчас посидим, посмотрим. Может быть, что-то получится пофотографировать, поснимать. Вон там Яузовские болота. Вот тут приходится сквозь ветки прям выбирать позицию, искать. Вон там лебедь такой красивый сидит, здоровенный. Сейчас подснимем. Есть кадры. Слушайте, с погодой так повезло. Штиль прям идеально. Дождя нету. Короче, все на руку. Кроме бухих рыбаков.
Война войной. Опять по расписанию. Немного поснимали. Время 10 часов. Сзади уже кучу народу на озеро пришло, похоже. Уже там Моцарт играет, крики, визги. Дикого вайба уже тут нету. Сейчас пойду в сторону дома, в сторону машины. Может, по пути еще что-нибудь попадется, птичка какая-нибудь поснимаю. Ну да, как я и говорил, народу тьма, дикого вайба уже нету. Как тебя зовут-то? А? Как тебя звать? Смотрите, что творит. Пытается у меня ножик украсть. Вот такой тут земелье живет, оказывается. Такого товарища встретил. Да. Что-то жалуется тут. Рассказывает истории всякие. Видишь, прикол. Да. Вот так. Вот так, да. Прибился ворон. Тут ему целый стенд посвящен, чем можно кормить, чем нельзя. Чтобы не хватали лишний раз, не гладили, не дергали, крылья не трогали, оперение не трогали. В принципе, все по уму написано. Но только как он здесь очутился, вот это интересно. У него тут уже круг почитателей. Не удивлюсь, если у него заведена инстаграм-страница, телеграм-канал, ютуб. Как говорится, подписываемся, ставим лайки. Вот такая вот жизнь ворона. Ну вот, в общем-то, и все. Надеюсь, что-то такое интересненькое получилось. Подписываемся, как говорится, да, ставим лайки, пишем комментарии. Понравилось, не понравилось. В общем, моя задача передать такой wild vibe. Немножко позалипать, немножко историй и немножко природы.